Здравствуйте, друзья! Недавно вам показывала свои новые покупки. Там было 4 орхидеи. Ссылочку на это видео я вам оставлю в правом верхнем углу экрана. И орхидея Lego Fantastic была не с очень хорошими корнями. И все-таки я ее решила разобрать, не пересадить, наверное, все-таки поставить в воду, потому что то, что я вижу сейчас в горшке, вот эти гнилые корни, меня не очень радуют. Почему я сразу не разбирала эту орхидею? У нее были очень сухие корни, нужно было их отпоить. Я их отпоила, но вот такое количество гнилых корней я все равно вижу в этом горшке. Поэтому я приняла решение разобрать эту орхидею. Покажу вам, какие корни сейчас. Разберем эту орхидею, покажу вам, какие корни будут в горшке. Вдруг лучше, а вдруг хуже. И покажу еще одну орхидею, которая уже в воде простояла почти месяц. Я вам тоже ее раньше показывала. Когда буду рассказывать про ту орхидею, оставлю ссылочку на то видео, где мы с вами ее разбирали, смотрели ее корни. И покажу, какие у нее уже успехи есть сейчас. Пересаживать ее еще немножко рано, но успехи есть. Давайте разбирать Lego Fantastic и смотреть, что у него с корнями. Почему же я все-таки приняла решение разобрать эту орхидею? Орхидея распускает бутоны, но верхние бутончики она начала засушивать на двух цветоносах. Вот эти верхние бутончики, даже здесь она отсушила. Вот эти она еще распускает. Но орхидеи очень терпеливые и долго могут даже без корней распускать свои бутончики. А если какие-то проблемы с корнями, лучше не доводить до реанимации, лучше разобрать и посмотреть, что у нее с корнями. И скорее всего буду еще корни обрабатывать Максимом. Давайте смотреть, что у нее внутри. Так как корни еще влажные, постараюсь вытащить сейчас орхидею так. Аккуратно нажимаю на пустоты, где нет корней в горшке. Поворачиваю ее. Может быть, не все так плохо, как мне кажется, но это будет даже лучше. Ну, все может быть. Все непредсказуемо. Внутри горшка, то, что мы не видим, все может быть совершенно непредсказуемо. Очень хочется не повредить корни, которые есть хорошие, поэтому все это делать надо не быстро, а просто очень аккуратно. Вот так медленно и верно мы сняли горшок. Сейчас высыпется грунт. Он даже сам высыпается. Не надо ему помогать. Ну что ж, много плохих корней. Торфяной стакан. Но это как всегда. Тут ничего нового. Торфяной стакан. Ох, вы знаете, даже есть даже камешки. Ну, сейчас посмотрю. Вы знаете, а это керамзит. То есть она посажена в кору и керамзит. Нет никаких кокосовых чипсов, чистая кора. И вот они, вкрапления керамзита. Причем керамзит колотый. Так, убираем всю кору снимаем. Торфяной стакан. Здесь как-то косо так. Но он прямо разделен на две части, поэтому его очень легко можно будет убрать, не прилагая даже больших усилий. Просто можно снять его руками. С этой стороны чуть больше корнями оплетено, поэтому здесь буду вытаскивать кусочками и буду уже работать пинцетом.
Похоже, что в торфяном стакане корни не гнилые, но они белые, потому что не видели света и не участвовали в фотосинтезе. Поэтому они светлые и с такой желтизной. Вот эту желтизну, вот совсем белый, кстати, хороший корень, а вот рядом с ним есть и гнилой корень. А вот эти желтенькие корни, вот они и не участвовали в фотосинтезе. И вот такие желтые корни я всегда стараюсь обработать Максимом. Вот почти удален весь торфяной стакан. Та кора, которая приросла к корням и которая легко снимается, я снимаю всегда пинцетом. А если очень сильно прирос какой-то кусочек коры, то я его не стараюсь оторвать, потому что можно повредить корни. И поэтому я уже под водой аккуратно убираю. Когда намокают корни, керамзитинки еще попадаются, и намокает вместе с ним вот эти кусочки коры, они хорошо и быстро отклеиваются. То есть корни отпускают эти кусочки. Ну что, гнилых корней много. Самих хороших здоровых корней не очень, поэтому поставлю обязательно орхидею в воду. Сейчас мы ее обработаем. Видите, прямо снимается и веломены, остаются вот просто внутренние корешки. Давайте сейчас гнилые корни сразу все отрежу, чтобы они даже не мешали промывать нам орхидею. Не очень большое количество корней у этой орхидеи. Поэтому поставим ее на доращивание корней, чтобы не получить просто огромную реанимашку потом, когда она начнет дальше засушивать или гноить эти корни. До живого не срезаю, поэтому обрабатывать ничем не буду. Смотрите, даже вот был хороший корень. Вот, сейчас положу пинцет. Вот был хороший корень. Вот от начала он хороший. А здесь уже сухой и гнилой. Поэтому тоже, конечно, такой корень обрезаем. Так, а здесь корешок сгнил внутри. Можно сделать вот так. Можно вот эту гнилую часть снять, а эту часть оставить. Но 99% того, что когда будет стоять вот эта часть корня в воде, он тоже, веломен этот, сгниет. Ну, пока оставим. А дальше будем смотреть. Так, где пинцетик? Вот еще вижу гнилой корень. Так, эти тяжи с вот этой гнилью я тоже хочу отрезать. Они здесь не очень нужны. А вот в торфяном стакане были вот большие корни, а вот есть и гнилые корни. Их тоже нужно убрать. Вот такие краешки корней, которые загнили, их тоже нужно отрезать. Вот еще и с этой стороны тоже много гнилых корней. Давайте эти гнилые корни я оставлю. Я пойду промывать орхидею. Как я промываю орхидею под водой, ссылочку на видео я вам оставлю. То, что мы не можем сразу вот здесь разобрать, нужно промыть. Корешки отклеются друг от друга, и будет легче убрать вот эти корни, потом обрезать.
Ну все, вот в таком состоянии я пойду промывать орхидею. Я промыла орхидею. Еще появились сухие кончики, которые тоже нужно обрезать. Очень радует то, что у орхидеи нет розовых корней. Поэтому обрабатывать я ее буду только Максимом. И очень даже хорошо, что я ее решила разобрать, потому что нижние вот эти листики, верхние еще с хорошим тургором. А вот эти листики, нижние, они уже начали терять свой тургор. А это первый сигнал о том, что корни совершенно не работают. Обрезаем все гнилые кончики, потому что вот они, молодые корешки, а все начали гнить. И ни одного нет раскукленного корня. Ну вот, казалось бы, он молоденький корень, должен расти, а он не растет. Так что я надеюсь, что очень вовремя принято решение разобрать орхидеи. Конечно, нужно почистить обязательно вот здесь стволик. На стволике тоже никаких пятнышек нет. Но в остальном... Сейчас уберу палочку. В остальном все замечательно. Поэтому я думаю, что орхидея быстро восстановится. Кстати, вот у нее здесь, вот он, еще намечался третий цветонос. Но не смогла. Вот этот маленький листик я убираю. Он все равно сломанный. Он орхидейке не нужен. Разрываем в разные стороны и легко его снимаем. Если что-то легко не снялось, убираем точно так же в разные стороны, убираем пинцетом. Но если уж начали снимать листик, то надо снять его до конца, чтобы здесь не было никаких остатков этого листика. Иначе он начнет желтеть, и если там пойдет корень, просто будет мешать ему расти. Так, в остальном орхидея вся хорошая. Сейчас поставлю ее в кашпо. И просто уберу вот эти сухие цветочки, которые, бутончики маленькие, которые она все равно отсушила. Обязательно после промывки орхидеи салфеточкой убираем воду из точки роста, чтобы орхидея не загнила. Если, конечно, у вас очень жарко, то орхидея высушит эту воду. Эта вода за час уйдет. А если прохладно, то обязательно обезопасит себя от загниваний орхидеи, шеи орхидеи. Обязательно убираем салфеткой, туалетной бумагой, ватным диском, чем вам удобно, серединку, и желательно еще протереть пазухи. Так, сейчас разведу Максим, опущу на 20-30 минут орхидеи корни в Максим, а пока орхидея будет стоять, расскажу вам про вторую орхидею. Так, ну давайте сначала разведем Максим. Температура, как всегда, от 28 до 30 градусов. Я пользуюсь только таким Максимом. Максимом Дачник я не пользуюсь. И развожу 2 мл на литр теплой воды. Максим всегда находится вот в такой пипетке. Здесь можно сломать, вот эту пипетку есть, но жестковатая она, поэтому я ее просто аккуратно обрезаю. Не пользуюсь перчатками, потому что я не буду дотрагиваться до Максима. Выпускаем весь Максим в воду. Этой пипеткой набираем назад в пипетку воду
И вымываем обязательно весь Максимум, вымываем в воду. Чтобы у нас получилось именно 2 мл, чтобы там ничего не осталось. Чистая пипеточка. Весь Максим у нас в воде. Просто размешиваем. Он сразу, этот раствор, готов к употреблению. Переставляю сюда орхидею. Погружена даже шея, в этом ничего страшного нет. И так отставляем ее минут на 20. Пока Лего Фантастик у нас в Максиме, я расскажу вам про вот этот цветок. Вот он у меня повыше здесь меня. Большое спасибо, что подсказали, как он называется. Он называется Гоя. Ссылочку на первое видео, где я рассказывала о истории этого цветка, я вам оставлю в правом верхнем углу экрана. Но за этот месяц, который находится эта орхидея у меня, она успела упасть с 3-й полки. Я вам показывала фотографию в сообществе. Она у меня такая летчица, поэтому она лишилась цветов с одного цветоноса. Но разбились они. Естественно, она вылетела из горшка, в котором она стояла, попереломала себе лепестки на цветах. Ну, так получилось. Я этого, конечно, не хотела, но что есть, то и есть. Но она молодец, эта орхидея. Мы ее тоже обрабатывали в Максиме, и за месяц посмотрите, какие у нее успехи с корнями. С этой стороны посмотрите, сколько молодых корней. Эти она корни выпустила от старых толстых своих корней, вот они прямо огромные. Этот корешок идет уже новый от шеи. И здесь она начала выпускать, раскукливать, продолжать рост своих корней. Вот там есть маленький, тоже от старого корня. Вот если увидите, вот там корешок. Здесь начался рост корня. Здесь была наклейка, здесь не видно, но тоже растет корешок. Вот там внутри, вот покажу вам, вот там тоже вот от этого корня внутри растет корень. Еще один корень от шеи, и она уже начала выпускать новый листик. Эта орхидея за месяц так меня порадовала. Расскажу вам, как я за ней ухаживала этот месяц, потому что уход за Лего Фантастик будет точно такой же. Я за это, ну, не считая полета орхидеи, я эту орхидею из этого кашпо не вынимала вообще. То есть, как она у меня стоит в этом кашпо, так и стоит. Ну, когда был полет, то полет, тут никуда не денешься. Видите, сколько водички? Маленький сантиметр. У нас сейчас уже очень жарко. То есть на солнце где-то порядка 45 градусов. И стоит она в комнате, там, где южное окно. Поэтому вот этот сантиметр водички она выпивает за день. Когда вечером не остается этой воды, я ее не трогаю. А каждое утро я подхожу и просто делаю вот так. То есть верхние корни я хорошо пробрызгиваю. Вода, конечно, теплая, 28-32 градусов. Опрыскиваю все, стараюсь опрыскать корни. И эта вода, которая стечет потом сюда с этих корней, она здесь и остается. Это весь уход, который я делала, ничем не подкармливаю. Естественно, цветущие орхидеи, даже в таком жутком состоянии, в котором сейчас находятся эти цветы после полета, то здесь нет лепестка, то здесь остался кусок от лепестка. Но я просто не убираю, здесь вот она сама засушит. Она сама засушит все эти цветы. Пока она их держит, пусть держит. Стоит все время в одном и том же положении, на одном и том же месте, куда я ее сразу и поставила. Я ее не верчу, не кручу. Вот сейчас я ее взяла
Я ее поставлю ровно в такое же положение, под тот же самый свет, не меняя ни положения листьев, ни цветов. Если мне ее нужно взять, посмотреть с полки, я ее беру и ставлю точно в такое же положение. Вот это весь уход за этой орхидеей. Я думаю, что она еще, наверное, у меня, может быть, с месяц постоит, может быть, чуть меньше. Посмотрю, как она будет активно наращивать корни, и потом пересажу ее. Точно такой же уход будет за Lego Fantastic. Сейчас я его ставлю в кашпо, ставлю точно так же, как он у меня до этого неделю простоял, и вот такой уход за корнями. Больше ничего делать не буду. Видите? При таком уходе за корнями орхидеи, при наращивании корней, все прекрасно получается. Орхидею мы на всю жизнь в воду не помещаем, а просто даем ей возможность нарастить, раскуклить новые корни. И когда мы ее пересадим с этими новыми корнями, она будет чувствовать себя значительно лучше при пересадке. И когда я оставляю орхидею с открытыми корнями, я обязательно обрабатываю Максимом. То есть просто так орхидею я не разбираю. У нее обязательно должны быть какие-то проблемки. Вот же видели, что здесь много было... Сейчас выдвину на передний план Lego Fantastic. Видели, что здесь же есть какие-то проблемы с корнями. Поэтому только проблемные орхидеи я разбираю, ставлю на воду и обязательно обрабатываю Максимом. Максим имеет еще такую особенность, он дает возможность раскуклиться корням, нарасти корням, то есть дает толчок к росту корней. Поэтому все прекрасно получается, как с этой орхидеей, я думаю, тоже будет все замечательно. И мы еще полюбуемся ее красивым цветением. Как, впрочем, и это. Я думаю, что она цветет и даст новый цветонос. Все будет после пересадки, конечно, даст новый цветонос. После того, как вот эта орхидея отстоит 20 минут в Максиме, я ее перенесу вот в это кашпо, просто поставлю в это кашпо. Поливать сегодня не буду. До завтрашнего утра она будет стоять сухими корнями. После этого, как я вам показывала, вот с этой орхидеей буду вот так пробрызгивать сверху корни, и набираться будет водичка. Промывать корни, конечно, нет. Кто-то мне задавал вопрос, а промываете ли вы корни после Максима? Нет, после любой обработки любым химикатом корни я никогда не промываю. А для чего же мы это делаем? Для того, чтобы веломен напитался именно тем раствором, в котором мы обрабатывали орхидею. А если мы промоем это все и смоем это сверху, а какой смысл тогда был в этой обработке? Я понимаю, что веломен набрал какое-то количество этого химиката и потом потихоньку будет отдавать орхидеи. Но промывать корни совершенно незачем. Вы начнете брызгать корни сверху, начиная полив с завтрашнего утра. Максим весь опустится немножко вниз, вместе чуть-чуть промоется, и корни у вас сами по себе промоются, и орхидея еще раз немножечко попьет воды уже с более там ненасыщенным таким, а разбавленным раствором Максима. Если очень много, вот вы перенесли орхидею, и с нее стекло, вот где-то через час я этот Максим, который с корней опустился вниз в кашпо, я его обязательно выливаю, а корни не промываю. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч!